Лангкави – один из самых известных курортов Малайзии. И это не просто остров. Архипелаг, который состоит из 100 островов, является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Благодаря своим уникальным природным ландшафтам – мангровые леса, древние скалы, горы, белоснежные пляжи, чистая вода. Находится остров в Малайзии. Кто не знает, это не сильно большая страна в Азии, но очень интересная. Я проезжал через всю страну на машине от границы Таиланда до границы с Сингапуром. Вышло около 800 километров. Столица Малайзии – город Куала-Лумпур. Наверняка вы его знаете благодаря тем самым башням Петронас. Это один из самых посещаемых городов Юго-Восточной Азии. Известен он своими небоскребами, и, как по мне, сочетание мегаполиса в тропическом месте – это вау, меня впечатлило. Но в этом выпуске не про саму столицу, а про главное место, куда летят большинство малазийцев на отдых. Я провел на Лангкави 4 дня, объездил весь остров на байке, поднялся на самую высокую гору, просыпался рано утром, чтобы снять красивые рассветы. Купался в водопадах, гулял по одному из самых длинных изогнутых мостов в мире Лангкави Sky Bridge. Ел много вкусных фруктов, ходил в храмы, знакомился с интересными людьми и многое другое. Как вы уже поняли, в этом видео обзор самого популярного курорта в Малайзии. Давайте начинать. Приятного просмотра. Первый вопрос, с которым вы столкнетесь по прилету, это как добраться до отеля, до центра города. Я рекомендую воспользоваться приложением Grab, оно очень популярно во многих странах Азии, и поездка обошлась мне всего 9 малазийских рингит, хотя местные предложили за 25 доехать до отеля. Можно расплатиться наличкой, либо привязать международную банковскую карту. Площадь Орла. Это главная площадь острова Лангкави. Она не является главной туристической достопримечательностью, но точно является символом острова. Само название Лангкави переводится как «красный орел». По легенде, орлы, жившие на острове, спасли его жителей от внезапного нападения, предупредив о наступавшей армии врагов. Идеальное время – это приходить сюда на закате. Часа будет вполне достаточно, чтобы насладиться этим местом. Я не уверен, это опасно или нет, но здесь очень много диких обезьян, и они что-то хотят от меня. Как вы наверняка знаете, в аэропорту предлагают не самый выгодный курс обмена валют, поэтому я решил обменять деньги в центре города. И следующий мой шаг – это арендовать байк, так как я планирую все дни ездить и исследовать этот остров на мотоцикле. Взять байк в аренду, в принципе, не составит труда. Много компаний, которые сдают, находятся прямо возле отелей. Я договорился на цену 80 малазийских рингит за 3 дня. Байк был не супер новый, но вполне хорошо меня провез по всему острову. Итак, главное условие – нужны были международные права, и мы подписали договор. Время, когда я взял, время, когда верну. Мне дали дождевик какой-то порванный, и я поехал. Петрол. Окей. Спонсор монтажа моих роликов, которые вы сейчас смотрите, компания «Полезный маркетолог», которая приглашает вас вступить в бесплатный телеграм-чат и развиваться вместе. Итак, 5 причин для того, чтобы вступить в бесплатный телеграм-чат. Первое. Около 1000 единомышленников, которые работают удаленно. Вы можете спрашивать советы и получать ответы на все ваши вопросы. Второе. Бесплатные курсы в подарок по созданию сайтов и настройке рекламы. Третье. Каждый четверг онлайн-встречи в формате Mastermind, где каждый помогает друг другу расти. Четвертое. Если вы хотите создать удаленное маркетинговое агентство, Миша Ушаков поможет вам это сделать. Пятое. Ну и, конечно, в этом чате вы можете найти себе как исполнителя, так и клиента. Что сказать, ребятки, вступайте в бесплатный чат и забирайте подарки от моего хорошего товарища Миши, руководителя компании «Полезный маркетолог». Ну а мы продолжаем смотреть выпуск.
Дорога от аэропорта проходит вдоль взлетной полосы, поэтому здесь можно остановиться и посмотреть, как красиво садятся и взлетают самолеты. Все понятно, по карте смотрите, где аэропорт, видите дорогу, останавливаетесь и залипаете. На острове достаточно большое разнообразие ресторанов разных стран, но я прям большой любитель индийской кухни, и я нашел место, в котором я завтракал почти каждый день. Это мой самый любимый масала-чай и разные блинчики. Поэтому, если вы не знаете, что такое индийская кухня, моя рекомендация. Буквально в 5 минутах на байке от статуи Большого Орла я нашел отличное заведение — Fish Farm Restaurant. У них можно поесть свежих морепродуктов с красивым видом. Прям вы сидите за столиком на такой террасе понтоне. В общем, место хорошее. Многие свои путешествия я люблю выстраивать в таком не сильно спланированном лайв-формате. Это когда у тебя есть локации, которых ты придерживаешься, но в то же время, если видишь по пути что-то красивое, то обязательно останавливаюсь. И когда я ехал к одной из главных достопримечательностей острова Лангкави, мост Скайбридж, я увидел по левой стороне огромный морской порт с яхтами, какими-то лодками, там был красивый вид, маяк. Я думаю, вариант надо поснимать с дрона. И там была охрана, возможно, это было даже не общественное место, но меня пропустили, и я вот наснимал красивых кадров для вас. Hello, good afternoon. Поднявшись на канатной дороге наверх, эмоции были просто вау. Очень красиво. Простор, такой чувствуется свежесть гор. Мне этого, правда, не хватало. Я прожил 8 лет в Красной Поляне, и я, друзья, большой любитель гор. Сегодня понедельник, это значит, что не будет пробок на мосту, отличная погода, мне прям повезло. И я очень надеюсь, что получится полетать с дроном. Насколько знаю, здесь есть запреты, но я что-нибудь придумаю. Ребятки, мы поднялись на главную достопримечательность острова Лангкави. На мосту ветрено, свежо, и мне это нравится. Слева открывается вид на океан, справа горы, хочется дышать свежим воздухом, гулять. Место, правда, очень приятное. Мне повезло, что не так много людей, правда, в будний день, и моя рекомендация — приезжать сюда с запасом времени и не в праздники, и не в выходные дни. Здесь чувствуется немножко страшно даже. Как и стоило ожидать, в этом месте нельзя летать на дроне. И честно, было очень ветрено, я переживал за дрон. Но если бы я не полетал на самом популярном месте этого острова, я бы себе это не простил. Я поднялся наверх, где меня никто не видел, засел и запустил свой дрон и наснимал вам вот этих вот сочных кадров. Билет на канатную дорогу включает еще 3 дополнительные активности. И честно, они мне понравились. Это была 3D-галерея, Скайдом и какой-то 6-7D кинотеатр. В общем, стоит попробовать. 3D-галерея достаточно большая, и здесь можно сделать много интересных фотографий. Вот, например, посидеть на пляжном стуле с медведями, либо пройтись по висячему мосту над обрывом.
Ребятки, я провел на этой локации целых 5 часов, поэтому можно свободно закладывать полдня, фоткаться, гулять. И, кстати, рядом с локацией есть водопад, который называется Seven Wells, и сейчас я иду туда, чтобы искупаться. Ночная жизнь на острове не сильно развита, но тем не менее есть интересные места, куда вы можете сходить. Итак, первый вариант – это пойти на пляж, где будет огромное количество фаер-шоу. Рядом есть площадь, там будет танцы с роботами, много людей. В общем, можете посмотреть, как отдыхают малазийцы на курорте вечером. Второй вариант – это Маха Тауэр. Это башня, где есть смотровая площадка с видом на весь город. Она работает и днем, и вечером. Я думаю, там будет красиво посмотреть закат. Третий вариант – это Wonderland. Друзья, скажу честно, я такое видел первый раз в жизни. Это лес ночью, где очень много деревьев и где супер красивые декорации. У меня было ощущение, что я просто в каком-то аватаре. Конечно, все это еще сопровождалось звуковыми эффектами. Я впечатлился. Это заняло немного времени, было классно. Но есть момент. Это все погружает тебя в такую сказку, и это сказка на малазийском языке. Короче, я ничего не понял, но по визуальным составляющим было классно. Еще один вариант активности, куда можно сходить вечером, это фудмаркет. Обычный рынок с едой. Здесь достаточно большое разнообразие уличной еды. Можете посмотреть, как это все готовят. Готовят, конечно, странно. Вот рис делают в пакете, блинчики тоже что-то в пакет наливают, сосиски, тофу. Ну, здесь все достаточно дешево. Вы можете выбрать, попробовать много всего разного. Тут корейское барбекю, индонезийское, малайзийское, Сингапур, соки, кокосы, сладкое, бургеры. В общем, все разное. Для тех, кто приезжает в Азию первый раз, это, конечно, интересно. Так как я не первый раз уже в Азии, живу на Бали достаточно давно, это уже что-то приелось и не совсем новое. Основная активность вечером на пляже — это фаер-шоу. Честно, я ни в одной стране не видел, чтобы это настолько было популяризовано, как на острове Лангкави. Каждые 30 метров стоят парни, что-то крутят, выпускают огонь из себя. В общем, забавно. Кстати, друзья, я же вам даже не представился. Меня зовут Андрей, я travel-блогер, актер, видеопродюсер, и я очень люблю путешествовать, собственно, поэтому я и начал вести свой канал. Я посетил 35 стран, на данный момент живу в Китае, в городе Шанхай. Прожил 2 года в Азии и на своем канале рассказываю про свои путешествия и про опыт жизни, что я узнаю, что я получаю, как живут люди в других странах, о чем они думают. В общем, если вы еще не подписались, то исправляйтесь, потому что впереди много всего интересного. И да, друзья, очень важно, поставьте пальчик вверх, поддержите мое видео, мои старания и напишите обратную связь, которая у вас возникла после просмотра этого видео. Я читаю все комментарии, и мне правда важно знать вашу обратную связь. Спасибо. Вот так вот, друзья, записываю. Подметает вот тут рядом со мной. Ой, это квест. Это квест. Должно сойти сразу несколько условий. Не должно быть людей в кадре, должно быть тихо. Я должен помнить, что вам сказать.
Такой момент в Лангкаве — это зона беспошлинной торговли. Соответственно, в городе очень много duty-free и продается огромное количество разнообразных сладостей, алкоголя, парфюма, и все это по ценам. Мне кажется, это самый дешевый duty-free, в котором я был. Правда. С огромнейшим разнообразием всяких ММДенсов, баунти. Я такие вкусы вообще никогда не видел. В общем, кто любит сладкое, для вас это будет просто рай. Доброе утро. Сегодня я проснулся в 6:30 для того, чтобы посмотреть рассвет. Честно, в кровати думал, может быть, еще поспать. Но в такие моменты я говорю себе: чувак, ты же в путешествии, ты всегда успеешь выспаться. А вдруг это будет самый красивый рассвет твоей жизни? Такое нельзя пропускать. Поэтому дрон снимает уже таймлапс, вы можете этим наслаждаться. Я готовлюсь к своему финальному путешествию по острову Лангкави. Завтра у меня уже самолет, но впереди целый насыщенный день. В этот день я запланировал посмотреть локации, до которых я еще не доехал. Это Тимурун Waterfall, который находится на севере острова. По дороге я увидел оранжевые скалы, опять же горы, можно здесь тоже везде лазить. Было интересно, но скажу так, погода была не супер хорошая, и это значит, что нигде не было людей, я просто ходил один. Но самое интересное началось тогда, когда я пришел на водопад. Там стояло ограждение, типа водопад закрыт из-за погоды, но никого не было. Я прошел. Друзья, и это было мое лучшее купание в водопаде в моей жизни. Вот как ситуация с тем самым закатом. Вообще не было никого. И вы представьте, что я стою в этом водопаде, кричу, сколько есть силы. И вот эта вся горная энергия, которая есть, она просто вот в меня вся, знаете, залезла. Я настолько зарядился. Правда, эмоции были до мурашек. Обалденно. Знаете, в этот момент, когда я купался на водопаде, испытал нереальные эмоции. Никакой алкоголь, наркотики не давали таких ощущений, как я просто стоял под струей огромного водопада. И желанием было просто благодарить события, которые сложились в моей жизни, что я могу находиться в этом месте и это ощущать. Честно, чистосердечно хочу, чтобы каждый из вас испытал такие эмоции от путешествий. Всего в 3 минутах от водопада Тимурун есть пляж, который называется School Beach. Локация очень классная. Может быть, опять же, мне повезло, что не было людей, но, как вы видите, белоснежный пляж, чистая вода, 5 человек всего был на пляже, загорай, купайся, обалденно. Кстати, такой еще интересный момент, который мне рассказала подруга. С острова Лангкави вы можете попасть в Таиланд и пересечь границу на лодке. Тайский остров Калип находится всего в 40 километрах от Лангкави. Можно доехать до него на пароме или скоростной лодке. В общем, оттуда, в принципе, можно продолжить путешествие по Таиланду, либо вернуться обратно в Малайзию. Как по мне, это интересно, посещать несколько стран в одном путешествии. По дороге на следующую локацию с левой стороны дороги я увидел очень много пальм. И я захожу сюда, и вот что я вижу. Это специально подготовленные места для фотосессий. Здесь разные красивые качельки, лестницы. Короче, сюда надо приезжать с платьями, с фотографом и снимать контент на несколько месяцев вперед для Инстаграма. Короче, инстаместо, можно его так назвать. Пальм, правда, очень красиво. Я полетал здесь с дроном, перекусил.
Касаемо моего обеда сейчас расскажу. Так, ребятки, я на обед попросил приготовить мужичка наси горeng, и посмотрите, что он мне сделал. Это просто тарелка с перцем. Он мне положил его и в рис, и в омлет, и так много, что у меня ощущение было, во рту разожгли костер. Я этот перец даже не ел, я его весь выбрал из тарелки. Вот так вот в Азии. Если хорошо искать, то в принципе можно находить разные интересные фрукты в диких условиях. Вот, например, это плод рабутан. Он похож на личи, но немножко другой. Я ел также его на Бали. Внутри такая прозрачная белая ягода с косточкой. Сладкий, сочный. Здесь было немножко насекомых снаружи, но внутри все было ок. Следующий на пути у меня был водопад Дурион. Скажу так, если сравнивать его с предыдущими водопадами, он не такой большой, не так сильно меня впечатлил, но была достаточно красивая дорога по лесу, и, конечно же, я искупался, освежился и поехал дальше на горячие источники. В некоторых местах, вот прямо на парковке, можно встретить стаю диких обезьян. Я отдал им чуть-чуть еды, и просто они настолько дикие, тот, кто больше, отбирает всегда всю еду. Причем это везде. И прям настолько серьезно, что он за кусок еды готов убивать своих братьев. Если хотите погрузиться в буддийскую культуру, я рекомендую съездить в храм Ват Кованарам. Известен как храм удач на Ланкаве. Мне, честно, очень понравилось это место. Оно было необычное за счет огромной мраморной статуи на холме Куаньшиинь. И тропинка, ведущая к холму за статуей, имеет пещеры, которые используются монахами для медитации. Я приехал в это место уже на закате, когда храм был закрыт для туристов, но меня встретили монахи, я попросил посмотреть храм, меня пропустили, и я насладился этой природой и буддийской атмосферой. Я приехал на горячие источники, но так получилось, что они работали до 6 часов, и главные ворота были закрыты, но я так замерз, я хотел искупаться. Я поискал альтернативный вариант и нашел где-то вход с другой стороны. Я не перелазил через забор, я просто зашел, и весь этот комплекс был только для меня. Здесь не было никого. Я искупался во всех этих бассейнах. В некоторых было очень много железа, и вода была прям оранжевая. По ощущениям было прям как настоящая горячая ванна. Но чуть-чуть грязная. Видимо, это такой целебный эффект. Ну да ладно. Важный момент, почему я насладился так этим местом, потому что был вечер, и я реально подзамерз после водопада. Если бы это был день, 30 градусов жары, то не в удовольствие было бы лежать еще в горячем бассейне, но под вечер очень классно. Я провел 30 минут в этом месте и реально насладился. Вы можете это увидеть по моим расслабленным и довольным глазам. Сегодняшний закат я планировал посмотреть на новом пляже, но, честно, было так облачно, что закат я не увидел. Но я увидел очень красивое место, куда я захотел вернуться завтра утром. В природных локациях я очень люблю смотреть закаты. И для меня это не просто красиво, это что-то большее. В такие моменты я люблю анализировать свой день, ставить планы на будущее. И мне кажется, что это время такое вдохновения. Какие-то приходят креативные идеи. И по своему опыту могу рассказать, прожив на Бали 1,5 года, у вас образ жизни выстраивается не просто отдохнуть. То есть вы работаете, у вас голова загружена какими-то вопросами, проектами. И я старался как минимум час в день отдыхать от этих вопросов. Просто садился на байк, выезжал к океану и смотрел закат. Это очень классная такая медитация своего рода. Если вы не пробовали, я рекомендую. И как раз-таки на острове Ланкави есть много мест, где можно смотреть красивые закаты. Одна из них – это локация рядом со статуей Большого Орла. Там открывается отличный вид.
Уже стемнело, я выехал с пляжа, и у меня случился квест. Закончился бензин в байке, остановились молодые ребята, сказали, мы сейчас привезем тебе заправки. Я им дал 5 малазийских рингит, и пока ждал, остановилось еще несколько машин, мотоциклов, все спрашивали, что случилось, хотели мне помочь. Ребятки помогли мне. И знаете что? Они даже не взяли денег. Они мне вернули 1 малазийский рингит сдачу и ничего не взяли. Я говорю, не надо, оставьте, давайте я вам что-нибудь заплачу за помощь. Они не взяли деньги, сказали, не надо, все, хорошей дороги. Такие вот добрые местные здесь. На последний день моего путешествия я оставил себе самую высокую точку этого острова — Гунунг-Рая, и я решил здесь встретить рассвет. Я опять встал пораньше, поехал на гору, честно, было холодно подниматься, но, друзья, эти виды того стоило. Было облачно, честно, я своими глазами многое не увидел, но мой дрон взлетел выше облаков, и я снял просто невероятные кадры. Разнообразие фруктов я не могу сказать, что на острове супер богатое, но в то же время все основные азиатские фрукты здесь были. Но манго и ананасы были нереально вкусные. Вот просто манго максимально сладкий. Ананасы на вид выглядели зеленые, но очень сочные и очень сладкие. Я попросил продавщицу нарезать мне с собой. Она мне сделала такой контейнер. Там у меня было 2 манго и ананас. И я поехал на тот самый пляж, который мне понравился вечером, но я не успел там насладиться. Помню, когда был маленький, задавал папе такой вопрос. Как так бывает, что в одном месте есть дождь, а в другом нет? Где эта граница дождя? Как она выглядит? И вот, пожалуйста, своим взглядом можете увидеть. С правой стороны идет дождь, с левой стороны дождя нет. Пляж мне этот очень понравился. Здесь было немного людей, в принципе, как и на всем острове Лангкави. Красивая природа. Я сплавал до соседнего островка. Здесь можно взять сабборд, гидроциклы. Я видел, плавают экскурсии на лодках. Наверняка развит дайвинг. Честно, я не помню название этого пляжа, не могу поделиться. Если кто здесь был, и вообще, кто был на Лангкави, друзья, напишите комментарий, поделитесь своим впечатлением об этом острове. Может быть, какие-то новые локации расскажете, которые вас больше всего впечатлили. Возвращаюсь, друзья, на свой режиссерский стульчик, и давайте подводить итоги моего 4-дневного путешествия по острову Лангкави. Так как я люблю путешествовать, я могу наговорить очень много плюсов, и любое место мне понравится, но давайте дам объективный отзыв. Итак, что касаемо плюсов. Здесь очень хорошие дороги, красивая природа, чистая вода, горы. Это для меня очень важно. Немного людей, беспошлинная зона на всем острове, соответственно, дешевый алкоголь, шоколад, сувениры, техника. Здесь есть хорошие отели, рестораны, кафе. Отдых подойдет как бюджетному, так и богатому туристу. Если говорить про минусы, нет такой активной жизни, как на Бали или в Таиланде. Практически отсутствует общественный транспорт. Вариант либо брать байк, либо арендовать машину или брать такси. Третий минус – это так как много диких мест, то, соответственно, не развита инфраструктура на пляжах. По мне, это даже плюс. И еще что я заметил, здесь мало европейцев. И за 4 дня моего путешествия я, честно, не встретил ни одной красивой девушки.
Получилось так, что я снимал этот выпуск еще 1,5 года назад и добрался до монтажа только сейчас. И скажу честно, это был один из самых сложных выпусков на данный момент на моем канале в монтаже, потому что я его снимал на английском, и мне пришлось переозвучить весь выпуск. Выражаю благодарность своему монтажеру, спонсору и вам, друзья, что досмотрели это видео до конца. Надеюсь, я смог открыть для вас новое интересное направление в Азии, расширить горизонт. Буду очень рад услышать вашу обратную связь в комментариях по этому видео. Пишите ваши рекомендации, как мне улучшить мои видео. Не прощаемся, увидимся в новых местах. Кат!